Главные новости этого дня. 2025 год начался с нескольких трагедий из мира кинематографа и культуры. Ушла из жизни заслуженная артистка России, известная советская актриса Инна Выходцева. Актрисе было 90 лет. Она снималась в таких фильмах, как «Москва слезам не верит», «Тихий дон», «Служебный роман», «Отец солдата» и многие другие. Инна Выходцева дебютировала в кинематографе в 1957 году. Вчера вечером в тяжелом состоянии здоровья оказалась в Московской больнице номер 4 народная артистка Российской Федерации и сотрудница комитета Лариса Удовиченко. У Ларисы Ивановны Удовиченко диагностируется гипертонический криз. Совсем недавно в жизни известной актрисы произошла колоссальная семейная драма. Лариса Ивановна потеряла родную дочь. Счастливое событие произошло в жизни известного советского певца Игоря Саруханова. Прямо в новогоднюю ночь Игорь Арменович Саруханов, которому совсем недавно исполнилось 68 лет, впервые стал отцом. У Игоря Саруханова родилась дочь, назвали Ульяной. Известный советский и российский актер Николай Фоменко получил тяжелую травму головы во время съемок нового киносериала, в котором он играет главную роль. Николая Владимировича Фоменко прямо со съемочной площадки госпитализировали в институт Склифосовского. Состояние артиста диагностируется как удовлетворительное. Известный российский актер Дмитрий Дюжев, который вместе со своей супругой отправился на новогодние каникулы в страну Индия, перестал выходить на связь. Последний раз Дмитрий Дюжев общался со своими друзьями и близкими 31 декабря в социальных сетях. После этого момента известный актер не выходил на связь. На данный момент местная полиция пытается разыскать хоть какую-то информацию о известном артисте. Команда Никиты Михалкова, несмотря на новогодние каникулы, не дает себе отдыха и целиком и полностью посвящена борьбе с преступностью и коррупцией. Так, сегодня утром сотрудники комитета провели плановые обыски в квартирах известных публичных личностей Ксении Собчак, Людмилы Нарусовой и театрального режиссера, супруга Ксении Собчак, Константина Богомолова. Причиной для обыска стал скандальный арест Ксении Собчак, Людмилы Нарусовой и Константина Богомолова, который произошел в первый день Нового года. Сотрудникам комитета после многомесячной работы все-таки удалось достать необходимые доказательства против известной семьи и отправить семью Ксении Собчак под арест. Как заявляет руководство комитета, Никита Михалков, Александр Домогаров и Евгений Пригожин, со стороны организации сделано все возможное, чтобы данные личности подверглись уголовному наказанию. Однако, как считает Никита Сергеевич Михалков, высокопоставленные друзья Ксении Анатольевны могут вмешаться и на этот раз в судебный процесс. Отметим, что только за последний год семья Ксении Собчак и Людмилы Нарусовой 6 раз подвергалась аресту. Однако всякие из них высокопоставленные друзья выручали Ксению Анатольевну и ее родных. В результате обысков, которые проводились в квартирах семьи Ксении Собчак, а именно в городах Екатеринбурге, Волгограде, Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге, были обнаружены необходимые доказательства и ценные вещи, которые свидетельствуют о преступной деятельности Людмилы Нарусовой, Ксении Собчак и Константина Богомолова. В результате обысков было обнаружено только наличных денег в иностранной валюте евро более 200 миллионов, не говоря уже о крупных денежных суммах в рублях и валюте доллар. Помимо этого, в результате обысков у семьи Ксении Собчак были обнаружены незаконные документы о ведении коммерческой деятельности на территории России и ближнего зарубежья. На данный момент все члены семьи Ксении Собчак находятся в камере временного задержания и следственного изолятора в ожидании начала судебного процесса. В
В последний день Старого года антикоррупционный комитет Никиты Михалкова провел первую прямую линию, прямой эфир и ответил на сотни вопросов, которые поступали от жителей Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. К сожалению, прямая линия прошла в урезанном варианте. Она состоялась в социальном блоге Никиты Михалкова. Это произошло по той причине, что федеральные каналы не предоставили эфирного времени команде Никиты Михалкова. Более того, недоброжелатели комитета использовали средства замедления интернета, чтобы ограничить доступ к социальному блогу Никиты Михалкова. По этой причине далеко не все зрители смогли посмотреть прямую линию. На протяжении всей прямой линии, которая длилась более 4 часов, сотрудники комитета Александр Домогаров, Николай Дроздов, Никита Михалков, Андрей Белоусов ответили более чем на 200 вопросов. Помимо этого, сотрудники комитета отчитались перед российским населением о проделанной работе и поделились дальнейшими планами работы на 2025 год. Сотрудник комитета, известный телеведущий Николай Николаевич Дроздов, заявил, что прямая линия должна стать доброй традицией. В планах комитета устраивать подобные прямые линии не менее 3 раз в год. Сегодня утром в Голландии, в городе Амстердаме, был взят под стражу известный российский и советский телеведущий, журналист, общественный деятель Леонид Парфенов. Леонид Геннадьевич Парфенов проживает за рубежом в Голландии уже более 10 лет. Известный телеведущий владеет крупной недвижимостью за рубежом и был подвержен арестам по причине того, что в последние 7 лет практически не платил налоги. В Голландии очень строгие законы, и Леониду Парфенову за его деяния грозит до 2,5 лет лишения свободы. Российский актер, известный артист театра и кино Никита Джигурда 9 января отправляется в зону спецоперации для проведения активных действий. Как сообщает пресса, это личное желание артиста. Никита Джигурда, несмотря на почтенный возраст, находится в отличной физической форме, постоянно занимается спортом, боксом и плаванием. Помимо этого, Никита Джигурда еще в молодости проходил срочную службу в вооруженных силах Советского Союза по специальности сапер. Известный актер считает, что может принести пользу спецоперации. Пресс-служба комитета сообщает о большой трагедии в мире шоу-бизнеса и культуры. Печально начался Новый год для семьи известного певца Олега Михайловича Газманова. Помимо ареста, которому были подвержены некоторые члены семьи Олега Михайловича, у Газманова произошло еще одно трагическое событие. Сегодня в Москве проводили в последний путь младшую дочь Олега Газманова. Зрители с большим стажем могут помнить, что перед Новым годом в семье Олега Газманова произошла большая трагедия. Во время корпоратива на одной из зимних турбаз родственники Олега Михайловича и известной певицы Надежды Бабкиной катались на снегоходе. Лед провалился, и трагически погибли племянница Надежды Бабкиной и дочь Олега Газманова. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.